Всем привет, с вами Виктория Ню. Приближается новый год тигра, и поэтому в этом видео мы сделаем с вами несколько стемпинг дизайнов именно с тигровым принтом. Ну а так как перед Новым годом работы и так много, все дизайны будут очень простыми и быстрыми в исполнении. Мало того, для всех вариантов дизайнов я буду использовать только одну пластину для стемпинга, а точнее даже только один рисунок на ней. Ну а для придания цвета мне понадобятся витражные гель-лаки, желтый, оранжевый и красный. В данном случае я буду использовать витражные гель-лаки от компании Beauty Lux. Изначально подложка для всех этих дизайнов должна быть светлая. Я использую белый гель-лак, но можно также использовать и молочную, скажем, базу, либо гель для наращивания. Для начала я беру желтый витраж и заполняю им часть поверхности, по центру оставляя не закрашенный участок. Затем я беру кисточку для градиента и немного, так скажем, увожу этот цвет на нет, опять-таки к центру. Этот участок по центру становится чуть меньше. Затем я беру оранжевый витраж и точно так же, немного с отступом, правда, заполняю опять-таки часть поверхности и точно так же при помощи кисточки для градиента немного размываю, скажем, эту границу. Таким образом у нас накладываются два цвета друг на друга и получается довольно такой интересный эффект. И в самом конце я уже беру красный витраж. Его нам нужно распределить буквально по периметру и точно так же растянуть. Плавного градиента в данном случае мы не добиваемся, и такими небрежными движениями кистью, в принципе, мы получаем нужный для нас результат. И теперь нам остается только с пластины для стемпинга отпечатать этот тот самый один рисунок, который я буду использовать во всех дизайнах, которые будут представлены в этом видео. Растяжку из витражных гель-лаков можно распределить именно так, как вам больше нравится. В данном случае, например, я сделаю эту растяжку от центра к краю. И тоже получается довольно интересный вариант. Таким образом можно скомбинировать несколько ноготков, сделав эту растяжку по-разному. Ну а если вам не хватает какой-то загадочности или поблескивания в новогоднем дизайне, то эту растяжку можно дополнить гель-лаком с эффектом кошачий глаз. К тому же стоит отметить, что принт тигра замечательно просто смотрится именно на гель-лаках с эффектом кошачьего глаза. Тут главное сделать магнитом блик такой рассеянный на весь ноготок. Причем, на мой взгляд, этот принт смотрится отлично и на полупрозрачных кошках, и на тех кошках, которые мы распределяем именно на черной подложке. На черной подложке эффект еще более интересный и необычный получается. На мой взгляд, желающих сделать на своих ноготках принт такого тигра будет в новом году очень много. Именно поэтому я и решила подготовить такие простые дизайны, которые быстро выполняются, то есть без всяких там замудростей, без всяких сложностей. Но, возможно, на всех ноготках такой принт будет для некоторых скучным, поэтому давайте сделаем еще что-нибудь более интересное. На штамп я отпечатала рисунок, и теперь просто кисточкой, смоченной в ацетоносодержащей жидкости, я отделила часть рисунка. И при помощи маленького скотча эту ненужную часть рисунка я, собственно, удаляю. Теперь нам нужно отпечатать этот рисунок на ноготок, но в данном случае я отпечатываю рисунок на типс. И остается нам только раскрасить этот принт так, как, собственно, нам нужно. Использую я при этом, опять-таки, 3 цвета витражных гель-лаков: желтый, оранжевый и красный. Так как рисунок отпечатан черным лаком для стемпинга, при раскрашивании не возникает никаких сложностей, так как витражи полупрозрачные, соответственно, этот основной черный цвет они абсолютно никак не искажают. В итоге, на мой взгляд, получается довольно интересный арт-френч. Но давайте пойдем дальше. Опять-таки отпечатала рисунок на штамп и теперь при помощи маленького скотча делаю такую полоску, скажем так, из этого принта. Причем полоску вы сами
регулируете, какой толщины и какой высоты, длины она вам нужна. И тут опять-таки ничего сложного, просто отпечатываем рисунок на ноготок, ну или на типс и раскрашиваем этот рисунок при помощи витражей. И тут я решила добавить несколько золотистых снежинок, ну так как это все-таки новогодний дизайн типа. Хотя, ну, показав такой дизайн клиентам, в принципе, он может сказать, там, нужна ему снежинка или нет. То есть, если нет, то еще проще. Как вы понимаете, сам стемпинг-рисунок можно расположить на поверхности так, как вам больше нравится. То есть абсолютно по-разному можно его отпечатать и тем самым получить интересные варианты для комбинации нескольких ноготков. При этом я напомню, что для всех этих вариантов мы используем только один рисунок с одной пластины для стемпинга. Ну и вот такие вот варианты, собственно, у меня получились. Я понимаю, что не все захотят именно белую подложку, но именно на этом этапе, в принципе, можно эту цвет подложки изменить на любой цвет, который выберет клиент, либо который вам больше нравится. В данном случае я решила взять красный гель-лак и закрасить вот эту вот белую подложку именно красным гель-лаком. Но на самом деле и розовый, и желтый, цвет, в принципе, очень хорошо смотрится с этим принтом. Для следующего варианта нам понадобится жидкий латекс. Это такое средство, которое мы используем для защиты кутикулы. На поверхность я частями наношу вот этот вот жидкий латекс. Я хочу получить такой рваный эффект вот этого тигриного принта. Вот как-то так хаотично абсолютно наношу жидкий латекс и жду, пока он подсохнет. И затем нам понадобится апельсиновая палочка либо зубочистка для того, чтобы немного подкорректировать вот этот вот рисунок. Таким образом, края самого рисунка можно сделать более плавными, либо наоборот более рваными. Ну и теперь нам только остается отпечатать рисунок и убрать с поверхности жидкий латекс. И вот эта вот часть рисунка останется именно на той поверхности, где жидкий латекс мы не наносили. При помощи тонкой кисточки и черной гель-краски можно вот как-то сделать окантовку всем вот этим рваным частям. Но я этого делать не стала, просто раскрашиваю рисунок при помощи витражных гель-лаков. На мой взгляд, так этот дизайн смотрится более интересным. Ну и вот так можно скомбинировать несколько вариантов. Причем соседние ноготки могут быть просто красными, либо даже просто золотистыми. Для следующего варианта нам понадобится клей для фольги. На поверхность, скажем так, таким небрежным квадратиком мы наносим клей для фольги. Ждем, пока он высохнет, подсохнет. Соответственно, именно на этой части типса у нас образовался липкий слой. На штампе мы отпечатали рисунок, и я подождала несколько минут, чтобы рисунок хорошо высох, потому что мне нужно, чтобы он отпечатался именно на той части поверхности, где у нас нанесен клей для фольги. Собственно, вот таким образом мы отпечатали рисунок. Теперь белую часть, скажем, оставшуюся часть, такую мы закрашиваем таким золотистым лаком, гель-лаком. Теперь мы достаем любые блески, хлопушки, там, вот я не знаю, все, что есть, такое вот блестящее. Скажем, не то, что хаотично, прям, где-нигде добавляем вот эти вот блесточки и перекрываем их опять-таки витражом, чтобы эффект был такой вот, как аквариумный. При желании можно добавить поталь в этот дизайн. В принципе, это довольно такой трендовый дизайн на сегодняшний день. Очень многие его исполняют в различных абсолютно вариантах. Я просто решила сделать такой вот вариант именно с тигриным принтом. Теперь я перекрыла типс матовым топом и при помощи плоской кисточки на один кончик кисточки я набираю белый гель-лак, на другой кончик кисточки набираю обычный топ и, скажем, на палитре
немножко эти два средства смешиваю, чтобы получить такой вот не белый именно, а дымчатый такой эффект. Такой штрих в дизайне придает еще больше глубины. То есть, таким образом у нас получается, какая-то часть дизайна выходит на передний план, а там где-то глубоко еще что-то поблескивает и сияет. На мой взгляд, эффект довольно интересный. Для следующего варианта нам также понадобится клей для фольги, но только тут мы его уже наносим на всю поверхность и ждем, пока клей для фольги подсохнет. Таким образом у нас вся поверхность с липким слоем. И теперь на этот липкий слой мы отпечатываем принт тигра. И вот после того, как мы отпечатали принт, то есть именно там, где принт, у нас липкого слоя уже нет, так как мы использовали простой лак для стемпинга, и он без липкого слоя. А вот там, где самого рисунка нет, у нас осталась липкость, на которую замечательно пристает фольга. Ну и вот таким вот образом мы отпечатываем фольгу. Она просто замечательно отпечатывается, никаких сложностей нет. И на этом этапе, в принципе, можно остановиться. И вот вам еще один вариант для дизайна. Но можно пойти дальше. И тут опять-таки витражи мне в помощь. Я придаю такого немножко цвета, скажем, этому дизайну. Причем я отпечатывала фольгу одного цвета, такую золотистую, и при помощи витражей можно придать этой фольге, в принципе, любой цвет. И вот даже на этом этапе тоже можно было бы остановиться, потому что, в принципе, довольно интересный вариант получился. Но, опять-таки, я пошла дальше, и что-то мне захотелось сюда, опять-таки, добавить баталий, добавить блесток всеразличных, опять все это дело перекрыть матовым топом, добавить вот этих вот вуальных таких полосочек. Ну, не знаю, что мною движило, видно, хотелось сделать что-то еще более ярким и более праздничным. Как вы понимаете, при создании этого дизайна, в принципе, можно остановиться на любом этапе, и уже будет красиво, и уже будет интересно. Очень загадочно этот вариант смотрится с битым стеклом. Тут на непросушенную базу я выложила такой небольшой кусочек битого стекла, отпечатываю на него принт тигра и витражными красками просто заполняю часть, скажем так, всей поверхности. И тоже все очень быстро, при этом, на мой взгляд, очень эффектно. В прошлом году я подготовила новогодние дизайны, используя только одну пластину, и меня это очень выручило, потому что вот перебирать пластины, на это, знаете, тоже нужно время, а тут вообще просто один принт, то есть если он у вас есть, в принципе, вы можете создать вот такие вот варианты дизайнов. Какой бы из этих вариантов ни выбрал клиент, вы знаете, что использовали только одну пластину для стемпинга и 3 витража в качестве основных материалов. На мой взгляд, это очень удобно. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!